Светлая комната для невесты была наполнена ароматом цветов и приглушенным блеском зеркал. Мелани Холден смотрела на свое отражение, поправляя струящееся платье, и убеждала себя, что дрожь в груди — лишь волнение перед свадьбой. День, о котором она мечтала с юности, должен был стать началом счастливой жизни рядом с Дэниелом Кроссом, уверенным, харизматичным и, как ей казалось, надежным мужчиной. Но случайный момент изменил все. Из коридора донесся его голос, напряженный, спешащий. Слова, услышанные сквозь приоткрытую дверь, разрушили иллюзии. Стало ясно, что этот брак для него был расчетом, способом получить доступ к влиянию и капиталу ее семьи. Мир, выстроенный на доверии, рассыпался за несколько секунд. Мелани не устроила сцену. В ней что-то переломилось и тут же выпрямилось. Вместо боли появилась холодная ясность. Она отошла от двери и посмотрела в зеркало уже другим взглядом. Перед ней стояла не наивная невеста, а женщина, которая все поняла. Церемония прошла безупречно. Улыбки, аплодисменты, вспышки камер. Гости видели идеальную пару, не догадываясь, что внутри Мелани уже формируется план. Она играла свою роль спокойно и точно, наблюдая, запоминая, сопоставляя. Каждый жест мужа, каждый разговор, каждое знакомство складывались в единую схему. После свадьбы она не изменила поведение. Была внимательной, мягкой, заинтересованной. Дэниел расслабился, уверенный, что полностью контролирует ситуацию. Он делился деталями проектов, обсуждал партнеров, подписывал документы, не вникая. Мелани тем временем усиливала свое положение, подключала юристов, анализировала счета, выстраивала собственные структуры, через которые незаметно перехватывались финансовые потоки. Месяцы шли, и внешне их жизнь выглядела безупречно. Поездки, светские мероприятия, благотворительность. Но за этим фасадом Мелани методично собирала доказательства: фиктивные компании, теневые переводы, обман партнеров. Она действовала тихо, так, чтобы все выглядело как обычная деловая рутина. Переломным моментом стал благотворительный вечер, который Дэниел задумал как свой триумф. Он должен был укрепить его репутацию и открыть новые двери. Мелани поддержала идею, понимая, что лучшего финала не придумать. В день мероприятия зал сиял огнями, собрались влиятельные люди, журналисты, инвесторы. Дэниел чувствовал себя победителем. Он не знал, что презентация на экране уже не та, что файлы заменены, а нужные документы давно разосланы тем, кто умеет читать между строк. Когда настал ее момент, Мелани говорила спокойно и четко. Под видом отчета о благотворительности на экране появились цифры, схемы, договоры. Иллюзия рассыпалась публично. В зале поднялся шум, лица менялись, доверие исчезало на глазах. Дэниел понял слишком поздно. Он сам вышел на сцену своего краха. Мелани сошла с подиума без эмоций. Главное было сделано. Впереди ждали формальности, суды, разделы. Но в этот вечер она перестала быть жертвой окончательно. Она вышла из зала с ровным дыханием и ясной мыслью. Правда не нуждается в крике. Достаточно времени, точности и холодного разума.